даже обидно, что в узбекской и азербайджанской кухне, о которых я преимущественно рассказываю, практически не используются морепродукты. А когда есть вот такие замечательные ингредиенты, приготовить очень вкусный праздничный обед проще простого. Возьми все вот это, возьми какие-то хорошие овощи, которые попадутся под руку, и просто добавь рис. И назови это, хочешь паэлья, хочешь плов с морепродуктами. Какая разница? Ведь самое главное, что получится однозначно вкусно, если вы будете следовать некоторым правилам, о которых я вам сейчас расскажу. Итак, запоминаем. Правило номер 1. Если у вас медная посуда, которая изнутри луженая, будь это медный казан, будь это медная сковорода, или вот паэльера, как ее называют, пустую ее нагревать нельзя. Сразу надо налить хотя бы масло, потому что нагреется и олово стечет с нее, понимаете, да? Правило номер 2. Чем лучше и чем дороже ваши ингредиенты, тем лучше и качественнее должно быть масло. Нельзя готовить дорогие продукты дешевого масла. Поэтому хорошее оливковое масло. Видите, какого цвета? Правило номер 3. Не перегреваем масло. Начинаем его ароматизировать, едва оно нагрелось. Чем ароматизировать? Можно ароматизировать специями, а можно использовать вместо специй, скажем, вот перцы. Слишком долго не жарим. Не надо жарить в чрезмерно горячем масле. Вот чуть-чуть изменило цвет, и масло сейчас получит именно запах, а не остроту и не жгучесть перца. И поверьте мне, это будет хорошо. Ну а теперь креветочки. В буквальном смысле слова гигантские креветки. Лангустины, как было написано на коробке. Правило номер 4. Масла много не бывает. Знаете, сейчас так вкусно пахнет, и я понимаю, что единственный способ оставить этот запах вот здесь — это добавить еще немного масла, потому что масло охотно впитывает в себя все ароматы. Правило номер 5. Не готовим морепродукты слишком долго. Я вам по секрету расскажу о своих планах. Эти креветочки, эти лангустины будут готовиться потом еще. Мы их сейчас уберем со сковородки. Они только едва-едва должны побелеть. Белок в них должен отвердеть. Ведь белок, из которого состоит хвостики креветок, он, по сути дела, мало чем отличается от куриного белка. Вот за минуту куриный белок становится твердым и белеет. Точно так же и здесь в морепродуктах. Нагрелись? Хватит. Убираем. Самый главный результат — это не то, что мы наполовину приготовили креветки. Нет. Самый главный результат состоит в том, что сейчас масло невероятно вкусно пахнет. И в масло, которое пахнет креветками, которое пахнет свежим перцем чили, добавляем чеснок. Пусть теперь это масло еще и чесноком запахнет. Чеснок тоже можно пожарить по-разному. Знаете, можно пожарить его так, чтобы он остался белым. Можно пожарить его дочерно, и ничего страшного не произойдет. Чеснок быстро темнеет, потому что в нем, как ни странно, очень много сахара. Больше, чем клубники, больше, чем вишни. Я вас уверяю. Много сахара и в томатах. Здесь протертые томаты, и мне необходимо, чтобы сахар из этих томатов закарамелизировался. То есть для этого необходимо, чтобы испарилась практически вся вода из томата. Болгарские перцы. Красиво. Может быть, только для красоты, да слегка для запаха я их и добавляю. Пусть болгарский перец тоже пожарится. Правило номер 7. Необходимо выбрать подобающий, соответствующий остальным продуктам рис. Я выбрал рис Бальдо национальный. Очень хороший, очень крупный рис, который подходит, мы уже убедились с вами, и в каше, и в плов, и в запеканке. Вот попробуем приготовить из него нечто напоминающее паэлью. Правило номер 8. Рис Бальдо
Если это националь, можно и не мыть. Он абсолютно чистый, но его поверхность покрыта крахмалом. А этот крахмал в паэлье еще ох как пригодится. Необходимо перемешать рис так, чтобы он пропитался и маслом, и томатом, и так, чтобы каждое рисовое зернышко стало прозрачным. Правило номер 9. Рис националь Бальдо впитывает очень много воды. На 800 грамм риса я смело беру 2 литра, да как бы еще не пришлось добавлять потом. Правило номер 10. Солить масло бесполезно. Соль не растворяется в масле. Но сейчас, когда налили воду, сразу и посолю. Беру чуть больше столовой ложки соли, потому что морепродукты любят соленую воду. Правило номер 11. Вот здесь, в этих морепродуктах, масса белка. Очень полезного, легко усвояемого. Но белка много не бывает. Особенно для людей молодых, здоровых, физически активных. Поэтому добавляем очень хороший, очень интересный белок растительный на этот раз. Фасоль. Стручки фасоли. Правило номер 12. Чем лучше ингредиенты для блюда, тем тоньше и тем дороже должны быть специи. Вы знаете, какая самая дорогая специя в мире? Конечно, шафран. Меня постоянно спрашивают, как приготовить шафрановый настой. Вот как вы получаете настой чая? Берете заварку, наливаете сверху кипяток, вот вам и настой чая. А это настой шафрана. Обязательно надо добавить, чтобы рис получился красивым. Правило номер 13 я пропускаю. Сразу правило номер 14. Морепродукты, особенно такие как мидии, долго готовить не стоит. Вот видите, воды здесь уже почти что не осталось, рис выпил. Через несколько минут блюдо будет готово. Вот за эти несколько минут и мидии тоже приготовятся. Красиво? Красиво. Красота – великая сила. Запоминайте, это правило номер 15. Правило номер 17. Рис в таких блюдах непременно должен слегка припечься ко дну. Как говорили бы умники, пригореть. И вот что, чтобы рис не пригорел уж окончательно, едва ты услышал шкварчание, едва почувствовал вот этот запах припекшегося риса, надо взять сковородку, паэльеру, и поставить ее на мокрой тряпке. Слышали? Дно зашипело, как от утюга. И все. Паэлья, или давайте лучше себя от умников страхуя, назовем это блюдо рис с морепродуктами и овощами. Готово. Правило номер 18. Готовьте с хорошим настроением, думайте только о хорошем и желайте друг другу приятного аппетита.